Я приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться и что изменит вас? Прогноз на декаду на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. Ну, энергии таковы, что у нас Марс стационарный, а со 2 марта у нас еще и ретроградная Венера. И Венера тоже где-то замедляется в конце февраля, поэтому некоторая такая, ну или ощущение, как события словно замирают. Утрата жизненной энергии. Или когда наша активность, она, ну, через какой-то барьер проходит, словно мы себя заставляем. Но это нам так кажется. И даже если какие-то документы вовремя не оформляются или что-то задерживается, не так быстро развиваются, опять же, события, а вы себе что-то там буквально по пунктам, по дням распланировали, примите во внимание то, что все идет своим чередом. И все, что вы запустили прежде в механизм перемен, или все те вопросы, которые вы уже инициировали раньше, это будет все достигнуто, но в несколько таком удлиненном варианте. Давайте мы узнаем на картах Таро. Ленорман, первая у нас колода. Что же будет меняться? Каковы события этих 10 дней, события будущего? И что изменит вас? Или заставит вас измениться, скорее всего? Тут аналитика в эти 10 дней нам буквально помогает выйти из какого-то тупика или, более точнее, понимать, куда приложить наши усилия, чтобы не было из нуля в рогожечку. Или чтобы был какой-то взаимообмен. Если взаимообмена нет, это сродни нашему разрушению. Это касается как и работы, это также касается взаимоотношений. Итак, неожиданности давайте будем смотреть. В чем ваша сила? В чем ваш успех? Дело, работа, бизнес, документы, согласование, учеба, концепция денег, личная жизнь, любовь, отношения и карта совет. Что же за событие? Что будет меняться? У кого-то это будет касаться вашего дома. Прекрасная карта. Кстати, говорит об уверенности, о фундаменте в жизни буквально. И это как могут быть и стены, или то место вашего пребывания, или где вы планируете проживать, или куда-то вы отправляетесь. Может быть, вы где-то уже в этот период будете. Значит, даже пусть на короткий период вы куда-то приехали, но вам захочется комфорта. Но еще и домочадцы, то есть не сами по себе стены, не только точнее, а еще и те наши близкие, которые в нашем доме или в нашем ближайшем окружении находятся. Может быть, и вопросы личной жизни, вопросы с вашим, связанные с вашим супругом или супругой. Может быть, это и ваши дети. Но сама по себе карта стабильности, надежности. Я могу предположить и материальные вопросы по части имущества. У кого-то купля-продажа, может быть, недвижимости или планы на переезд. Но, видимо, вот этот якорь, он должен быть такой более надежный, может быть, более согласованный. Опять же, карта говорит о том, что спокойное течение жизни. И чему следует посвятить этот период? Самое главное, наверное, аналитика. Это прекрасное время для себя окончательно прояснить, что же мы хотим продолжать. Или время задавать себе вопросы «почему?», где и в чем я допустил ошибку, куда следует в последующем прикладывать энергию и активность, чтобы добиться по максимуму успеха. С другой стороны, карта будет еще говорить о том, что на будущее мы столкнуться можем с разными людьми, с разными ситуациями. И две, по сути, карты стабильности, которую, я могу так предположить, вам придется сохранять. Может быть, как и отношения это касается, или буквально вопросы вашей финансовой стабильности. Спокойно пройти этот период. Вряд ли мы тут можем что-то ускорить или изменить. Но эмоциональный фон у вас стабильный, кстати. Но вы можете столкнуться с такими людьми, которые крайне не сдержаны на язык. И тогда самое время выработать стойкий иммунитет к чужим неврозам или особенностям характера. Может быть, токсичным людям, все то, что мы называем. Мы ведь их не изменим, и многих не исключим из нашей жизни. Но выработать правильную тактику, встретить и проводить. Назовем эту тактику именно так, потому что есть люди, которых мы встречаем, и в последующем мы задерживаем их в нашей жизни. Может быть, они и сами задерживаются, и в последующем это добрые друзья, надежные партнеры. Но, увы, есть и те персонажи,
которых нужно именно встретить и проводить, и чтобы они нас не зацепили либо своим негативным видением или какими-то далеко не позитивными энергиями или обидным словом. В конечном итоге мы становимся сильнее аналитика, и вот эта тактика встретить и проводить. Ну, давайте посмотрим. И дальше нам карта говорит, что есть какая-то тема, которую следует изучить. Я должна сказать, что бубны все же выпадают, и у кого-то как изучение новых методов работы или работы на дому. Вот, кстати, у кого-то проиграется как заработок на дому или заработок из любой точки мира. Вот все три карты так может проиграться. Может быть, прежде вы ничем подобным не занимались и даже не интересовались. А здесь может для вас как данность какая-то открыться, что мне совершенно необходимо. И если вы планируете переезд, тогда точно необходимо, может быть, как скилл какой-то или скиллы, да, иметь в своих руках, или ремесло, будем говорить, которое вам даст возможность работать, где бы вы ни находились, и всегда себе заработать, ну, на хорошую, добрую жизнь, адаптироваться к любой ситуации. Есть какая-то задача, которую вы должны детализировать или изучать. Может быть, это все же касается вопросов денег, и это конкретный документ вам нужно составить, может быть, финансовый. Тогда к этому нужно подойти хладнокровно, может быть, расчетливо, математически что-то рассчитать. Чего бы тут ни касалось. Вот такие уверенные энергии и одновременно направленные на самосохранение. В конце февраля вам рекомендуют карты. Ну и мы смотрим ситуацию, поэтому и пространство вокруг вас где-то в таких же энергиях. Но вопросы денег не на последнем месте, это точно. Посмотрите, вам выпадают рыбы. И опять же, это про деньги. Финансы по аркану рыбы проходят или получение денег проходят, но и одновременно перемещение или переезды. Ведь сам по себе знак рыбы и вот его знак, да, это изображение двух рыб, которые плывут в разные стороны. Поэтому, вы знаете, какая-то перезагрузка, пусть не для всех. Но, к примеру, вы могли не собираться никуда переезжать, а тут сложится так обстановка или вас что-то заинтересует, что нет, я поеду. Вы можете отправиться куда-то в разведку, или вы, в принципе, можете прежде могли бы, например, да, если вы планировали переезд в одно место, вот здесь вы можете что-то перепланировать, потому что вас что-то интересует. По части, кстати, личной жизни могут быть тоже перемены, когда, может быть, ваш супруг или супруга через работу, как релокация офиса или через, может быть, ваш семейный бизнес, вы придете к выводу, что нет, нужно где-то в другом месте находиться. Я этого тоже не исключаю. Совершенно тысячу направлений вы можете обдумывать, и нам тогда будут карты говорить, у тебя благополучный период, иди вперед. Просчитывай что-то, согласовывай, узнавай, ищи информацию, и у тебя получится что-то сделать восхитительно хорошо. И даже если этот период такой, ну, где-то, мы говорим, может стать что-то на стопор, то это прекрасный период для того, чтобы в спокойных энергиях что-то просчитать, изучить, согласовать, может быть. И по пятерке жезлов в неожиданностях много информации. Я называю эту карту информационного хаоса. Это могут быть и люди, кстати, которые вам конкретный человек мог пообещать что-то, а потом это не состыковалось, не произошло, он о вас забыл. Либо у него сложилась, я допускаю, какая-то своя жизненная ситуация, но он не удосужился вас уведомить о том, что, допустим, что-то у него не получается. Это ненадежные люди иногда проходят по этой карте, которых сложно понять, о чем он думает, что он из себя представляет, потому что он сам не может определиться и вносит некоторую сумятицу в жизнь других. Вот мелкая карта, мои дорогие девы, но некоторый дискомфорт подобные люди вам могут создать. Или своими новостями, или своим поведением. Примите это во внимание. В чем ваша сильная позиция? В том, когда вы не пытаетесь бежать впереди паровоза. Семерка пентаклей. И пришла наша женщина с корзинкой, видимо, как изображение. Собрать эти пентакли посмотрела и, может быть, хотела уже, думала, время. А тут посмотрела, нет, еще пока не созрели. Вот что-то подобное, когда могут задерживаться деньги, но тогда для вас это как во благо, может, не потратите. Или когда вы
найдете для себя какую-то новую форму приложения вот этих денежных ресурсов или своих собственных ресурсов. Здесь буквально время вам помогает, несколько замедляясь. И вы все то, что я говорила по арканам Ленорман, можете для себя как и что-то на будущее просчитать или найти правильную информацию, к примеру. Если бы время словно ускорялось в этот период, по пятерке жезлов, тут ведь надо разобраться с чем-то, тут нужно перепроверить информацию, может быть, найти информацию о конкретном человеке, стоит ли доверять, потому что по пятерке жезлов много, как информационное какое-то поле, такое просторное, но там присутствуют и фейки, но там присутствует и истина. И пока мы из этого вороха эту истину выудим, нам нужно время. Поэтому куда-то себя не пришпоривайте. Здесь все произойдет в свое время. Дела, работа, бизнес, но и конфронтация здесь не нужно. Чего бы ни касался вопрос. Либо оформление документов, либо, может быть, вы по работе там какая-то ситуация, которая напоминает первую победу, когда хочется доказать. Или сама по себе обстановка две пятерки. Это всегда нестабильность. Возможно, это ваше ощущение, вы в ком-то не уверены, но, по сути, это не имеет глобального значения для вас. Поэтому сохраняй сам себя, не торопись, наблюдай, делай выводы, и все. И по пятерке мечей вас могут провоцировать на конфликт, это правда? По ней как раз, по этой карте и проходят люди, которые иногда, конечно, и мы сами можем в таких энергиях быть. Нам хочется доказать, потому что мы чувствуем несправедливость, неправду, так вот не должно быть. И тогда примите во внимание, мы только потратим время, силы и нервы. Никому ничего не докажем. Поэтому самое правильное — отступить полшага назад. И пусть думают, что хотят. Предоставим людям такую возможность быть на своей волне, а сами пойдем дальше. И себе не навредить — это правда. Здесь может кто-то провоцировать из-за зависти, мои дорогие. Правда, две пятерки — это какая-то турбулентность, которая может возникать из-за предвзятого отношения или из-за какой-то прежней ситуации. Кого-то мы, как говорим, прорвало в эмоциях, да, буквально шквал какой-то эмоциональный. Не поднимайте перчатку. Ну, что бы тут ни было, все это уйдет. Вы знаете, вот как, наверное, пена какая-то. Вот она схлынет вместе с водой, и останется чистое пространство. Но, видимо, где-то в этих энергиях, смотрите, еще и третья пятерка. И очень интересный у вас расклад, мои дорогие девы, потому что, по сути дела, все то, что нам обрисовали карты Ленорман, это сохранение своего благополучия, своего якоря, центр своих интересов точнее. Может быть, где-то и концепция личной жизни. И при том, при всем, аркан книга говорит: ты уже будь прозорлив, смотри, что что-то будет меняться. Но, видимо, в эти 10 дней это не тот период ясности и понимания. Больше оттолкнуться от того, чего же вы хотите достичь. И потом постепенно, день за днем, ситуация нормализуется. Я должна сказать, астрологически 28 марта это новолуние в рыбах. И это больше приток как жизненной энергии, это уже желание и общаться, и куда-то поехать, или вообще какие-то перемещения. Идти, ну, со временем есть уже желание. Но, видимо, с 20 до 28 вот какие-то энергии неопределенности, какого-то сумбура или странного поведения людей. Вы с этим можете столкнуться. Поэтому деньги не тратим, в долг не даем. Будем великими дипломатами. Не обострим с кем-то обстановку по части финансов, может быть. Никому ничего не будем доказывать и, кстати, объяснять тоже. По пятерке пентаклей не должно быть распри из-за денег. Ну, значит, даже если была в отношении вас какая-то не самая красивая история, сделайте сначала вывод. Вот помните, что время работает на вас. И в том эквиваленте, что вы имеете теперь. Хотя деньги ведь есть, об этом нам говорят. Но не время, как и вложение, мои дорогие, не время покупок, вот об этом нам тоже говорят карта. Практически время только наблюдать. Три пятерки. Потому что чего-то вы еще пока не видите. Перезагрузка, мне нечего сказать. В последующем пройдут дни, и вы будете точно понимать,
что, как вам действовать дальше. По нулевому аркану это как хаос перед началом творения. Ну вот, наверное, все эти пятерки и говорят. Еще в пространстве что-то отстроится. Или в последующем ты получишь важные новости, какие-то документы, если ты таковые ожидаешь. Какая-то обстановка тоже будет, которая вот в тех событиях жизни или в тех сферах жизни, где вам как раз больше ясности хочется получить, вы ее получите. Но ты на это не влияешь. Выжидай буквально время, можно сказать, затаись. Вот я бы сказала и так, не время торопиться куда-то. Хотя на личную жизнь это может быть новое знакомство. Тогда не время собой рисковать или строить какие-то далеко идущие планы. Это только самое начало, опять же. Хаос перед началом творения. Но у нас удивительный шут изображен. Он жонглирует всем зодиаком. Поэтому возможности, они уже как направлены. Вселенная направила их в сторону вас, мои дорогие девы. Но, видимо, вот этот короткий период. Не время что-то форсировать. И в личной жизни, ну и в остальных сферах тоже. Сохраняй паузу конкретно. Но в то же время разбирайся с теми вопросами, которые тебя приводят в тупик. Или уже, если есть подобный тупик, карта повешенная, это всегда как карта жертвенности иногда. И о чем нам говорят? Тогда вот продумывай, если ты участвуешь в чьей-то жизни слишком активно или много твоей помощи, самое время пересмотреть эту помощь. Потому что то, что ты сэкономил по финансам, это считай, как 2 раза заработал. Может быть, вы и работаете много, вы люди ответственные, а бонусы получает кто-то другой. Вот здесь могут быть такие сильные энергии с вашей позиции, когда, елки-палки, я действительно столько энергии, столько времени, столько сил затратил. Или вообще, эта идея была моя, а ее присвоил кто-то другой. Здесь какая-то несправедливость, и внутренний ваш протест, он может проигрываться. И самое время подумать, перестроить себя, как вы будете перестраивать. Может быть, сломать о себе шаблон у людей. И это будет хорошая практика. Вам нужно словно развернуться на 180 градусов. Как это сделать, нужно подумать в эти дни. И вот наш человек уже практически танцует. Нужно сделать что-то так или поступить таким образом, как от вас не ожидают. Люди могли уже по вас или по вашей персоне, будем говорить даже в хорошем смысле, вы люди надежные, и где-то вот это прекрасное качество вам могло сыграть в минус, мои дорогие. Потому что вот 3 карты, я другого не предполагаю. И это может быть внутреннее разочарование очень глубокое. Почему так люди поступают? А тут бесполезно спрашивать, почему они так поступают. Тут самое время спросить у себя самого, почему я так поступил. Это убережет от повторения какого-то дежавю. Поэтому вот эта аналитика, холодная голова, ну и, может быть, встретить и проводить тактика будет вам помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.